Надо думать о том, что будет, если вспыхнет новая революция. Какое же спасение от новой революции? Но почему-то Михаил не уехал. Не хотел быть императором, не хотел быть никаким знаменем сопротивления. Он был вообще якобы весьма удивлен. И как только они вышли, тут же Михаил побежал, и вся банда, их там было человек 5, стали палить Михаила Александровича. Решил вопрос тысячелетней России. Это Керенский, да, он был членом 2 правительств. Он не спас Россию. Кровь все равно пролилась. Государь вышел отсюда. Он был в серой черкеске. Мы поклонились. Стал говорить Гучков. Он говорил о взбунтовавшихся полках. Он говорил о казаках, отказавшихся стрелять. Он говорил о манифестациях рабочих, о баррикадах на Невском. Наконец он говорил о правительстве, которого не было. Голос царя звучал просто и точно. Я принял решение отречься от престола. До 3 часов дня я думал отречься в пользу сына Алексея. С этого времени я переменил решение в пользу брата Михаила. Добрый день, уважаемые друзья. Вам только что показали отрывки из документального кинофильма производства «Ленфильм. Перед судом истории». Шульгин, осколок империи, депутат Госдумы, монархист, рассказывает, как проходил последний день царствования Николая II и его отречения. Тогда в Псков к Николаю II приехало 2 депутата, точнее, члена Временного комитета Государственной Думы, оба монархисты, Гучков и Шульгин. В 10 вечера Николай II согласился подписать новый текст отречения. Почему новый, расскажу. После этого ночью поезд отправился в Ставку, в Могилев. Именно здесь в дневнике появится знаменитая запись. В 1:00 ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман. Всю дорогу Николай II много читал Юлия Цезаря. «И ты, Брут». Николая предал его самый ближний круг. Я боялся подойти к этой теме, потому что в оценке Николая II и того времени всегда много крайностей. Или это святой, или кровавый, или дурак просто. А я противник крайности во всех проявлениях, потому что там, где крайность, там всегда нетерпимость, нежелание слушать другого. Поэтому постараемся поговорить об этом тяжелом времени спокойно. И хочу сразу сказать, что мы будем мало уделять внимания экономике, политике, реформам, вообще административно-хозяйственной жизни Российской империи до 17 года. Концентрируемся на личности Николая, отношения людей вокруг него и обстоятельствах, собственно, февраля 17 года. На этой сцене год назад мы беседовали о Николае II цесаревиче, наследнике престола. Вспомним. Молодой человек, прекрасных личных качеств, порядочный, достаточно образованный, симпатичный. Такого, наверное, каждый хотел бы иметь у себя в друзьях. Он принял страну в очень приличном состоянии. Проблемы были, но он видел свою главную задачу в том, чтобы сохранить то, что ему досталось от отца, Александра III. Он считал себя продолжателем дела своих предков. Его дебютная речь при восшествии на престол сразу разочаровала всех, кто надеялся, что с появлением этого молодого, приятного, образованного государя нас ждут какие-то преобразования, реформы, конституция и так далее. Кавычки. Николай II. «Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают,
что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охраняли его мой незабвенный и покойный родители». Все. Никаких вольностей. Царь знает, что делает. Николай пытался удержать старый порядок. Ему нравилось царствовать, как царствовал Алексей Михайлович. Красиво, в старорусском стиле. Вот он так себя видел. Но это был рубеж 19-20 века, и мир менялся с невероятной скоростью. Начал Николай с внешней политики, сразу хотел со всеми договориться, по-хорошему, со всеми великими державами, и начал царствование с большого внешнеполитического турне по европейским столицам в 1896 году. Правда, без особых успехов, но сразу заявил себя как главный миротворец. В 1899 году по инициативе Николая II собирается первая в истории конференция по ограничению вооружений в Гааге. Что предлагала Россия? Первое. Объявить мораторий на рост военно-морского флота всеми военными державами. Запретить подлодки, новый вид оружия, причем Россия лидер в области подводного флота. Запретить бомбометание с аэростатов. Аэропланов тогда еще не было. Запретить разрывные пули, как бесчеловечные, которые в народе называли пули «дум-дум». Дата начала конференции королева Нидерландов из уважения к Николаю II, инициатору, приурочила к его дню рождения, 6 мая. Королева Нидерландов Вильгельмина была родственницей Николая II, как почти все монархи в Европе. Она была правнучкой Павла I по прямой линии. И когда в 1901 году учредят Нобелевскую премию мира, то среди кандидатов на Нобелевку номер 1 будет рассматриваться и Николай II. Ну, правда, ее получит француз, основатель Международного Красного Креста. В общем, типичное новое мышление или мышление. Помним, с чего начинал Михаил Сергеевич Горбачев. Разрядка, встреча с мировыми лидерами. Я в то время работал в советском посольстве в США. Я помню, мы смотрели, как американцы комментируют приезд Горбачева. Он едет в этом лимузине с охраной, огромное количество людей на улице, машут флажками. Там не сгоняли никого, все искренне встречали Горбачева. И вот неожиданно лимузин останавливается, и Горбачев выходит из лимузина и идет к людям. Разговаривать, пожимать руки, хлопать по плечу. И комментатор в шоке. Это пиар-genius, гений, все в полном восторге. Но реальная политика гораздо сложнее, чем внешнеполитические благодушные мечтания. Когда начнется Первая мировая война, ни одна из 3 конвенций, которые в итоге будут приняты Гаагской конференцией, соблюдаться не будет. Обо всем этом забудут. Что касается экономики. Экономика при Николае II демонстрирует бешеный рост. Понятно, что это на плечах реформ Александра II, Александра III, но рост ВВП невероятный. Россия занимает первое место в мире по темпам роста промышленного производства. Население растет фантастическими темпами. За 20 лет правления Николая по 2014 год население увеличилось на 60 миллионов человек. Там разные системы отчета есть, но в 1,5 раза приблизительно. Это породило, кстати, много проблем. Проблема лишних людей. Незадействованные рабочие руки. Я об этом как раз рассказываю в лекции про 2013 год. Но как-то это утрясалось постепенно, и не надо думать, что у нас были какие-то сверхтяжелые условия труда для рабочих. Было примерно как во всем мире. А во многом даже получше. Я приведу вам одну цитату 1912 года. Кавычки. «Ваш император создал такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое государство похвастаться не может». Кавычки закрываются. Президент Соединенных Штатов Тафт. Вот так. Но система управления при этом совершенно архаична. Понятно, что под давлением революционных событий 1905-1907 годов появляется Государственная Дума. Николай возобновляет работу Совета министров. Однако, что такое Совет министров? Это не как правительство сегодня. Это каждый министр сам по себе. Совет министров никогда не собирался. Никаких заседаний правительства нет. Все вопросы решаются путем подачи на высочайшее имя всеподданнейших докладов. А дальше император решает быть посему или отложить. Метод управления через резолюции. При этом Николай II, он человек внешне мягкий, но очень упрямый. Гнет свою линию,
старается принимать решения сам, поэтому очень многое зависит. Кто убедительнее излагает свою точку зрения, либо еще лучше, кто может не убедить императора, это тяжелый труд и рискованно. Лучше попробовать угадать, чего хочет император, и предложить ему соответствующее решение. С карьерной точки зрения гораздо безопаснее. Давайте посмотрим, кто пытался предлагать свои решения императору, либо угадывать его решения. Столыпин и Витте мы рассказывали подробно. Несколько еще премьер-министров того времени. Вообще, с такой кадровой политикой в правительстве творилась совершеннейшая чехарда. При Николае поменялось 8 премьер-министров. В основном в годы Первой мировой войны. Сколько там менялось министров внутренних дел, военных и иностранных, просто не счесть. Относительно постоянной фигурой, дважды побывал премьером, был Иван Горемыкин. Человек с говорящей фамилией, традиционалист, консерватор, мода Александра II с такими бакенбардами. Хороший администратор, опытный юрист. Считался защитником прав земского самоуправления, но тоже старался угадать настроение Николая II. Витте о нем писал, кавычки, «Большей частью из других членов такого-то одинакового с Горемыкиным пошиба, то есть пошиба чего изволите». Впрочем, Витте в своих воспоминаниях по всем прошелся. Хороших людей у него было 3. Александр III, супруга и сам Витте. Горемыкин, его говорящая фамилия сработала уже после отставки. В декабре 1917 года он жил в Сочи, старик с семьей. На дачу к нему ворвались бандиты, типичный гоп-стоп, и всех убили. Его, жену, дочь, мужа дочери. Надо отдать должное, что при советской власти уже после гражданки этих бандитов таки нашли и наказали. Следующий премьер Владимир Николаевич Каковцев, бывший в свое время замом министра финансов Витте, типичный монетарист, финансист, как Алексей Леонидович Кудрин. Главное, чтобы у государства были деньги, нужно создать подушку безопасности, фонд национального благосостояния. Все сверхдоходы нужно обязательно откладывать. Каковцев реализовывал такую политику через скупку всего золота, которое производилось в империи. У него идеей фикс было пополнение золотого запаса, которое действительно выросло довольно серьезно, в 1,5 раза. Плюс это сдерживало инфляцию. Инфляция в годы предвоенные была меньше 1% в год. Почти не было инфляции. И такой монетаристский подход, мы не будем спорить, насколько это эффективно с точки зрения развития экономики. И Витте тоже по нему прошелся. Тоже нашлась пара добрых слов, кавычки. «Каковцев – это тип санкт-петербургского чиновника, проведший всю жизнь в бумажной работе, в чиновничьих интригах и угодничестве». Не любил Витте своих преемников. Помните, как у Гоголя? Один в городе порядочный человек, прокурор. Да и тот, если правду сказать, свинья. Каковцеву еще повезло, он уехал в эмиграцию, скончался в Париже. Казалось бы, удачный вариант премьера Александр Федорович Трепов. Гвардейский офицер, опытный управленец. В Первую мировую был министром путей сообщения и занимался организацией военных перевозок, потому что железные дороги, мы потом увидим, это кровеносная артерия всей экономики той поры. Он отвечал и за модернизацию путей, за строительство знаменитой Северной железной дороги, которую очень быстро построили в Мурманск. И с ноября 2016 года назначается председателем Совета министров. Пробыл в должности рекордных 47 дней. Очень не нравился Александре Федоровне. Отставлен был за 2 месяца до февральских событий. Офицер был потом за белых, эмигрировал в монархическом офицерском движении и так далее. Его сменил Николай Дмитриевич Голицын, князь, знатная фамилия. Он как раз очень нравился Александре Федоровне, милейший человек, но не государственный деятель. Причем он это понимал и сам, чуть ли не на коленях умолял Николая II его не назначать. Ничего, давай. Где ему было с таким настроением совладать со стихией Петрограда в феврале 17 года? Судьба Голицына была печальна. Его и при Временном правительстве, и при большевиках то арестуют, то отпустят, то снова арестуют. Он остался в России. В 1925 году его арестуют по так называемому делу лицеистов. Это так называемая
тайная контрреволюционная монархическая организация, которая по версии чекистов состояла большей частью из выпускников Александровского лицея. Александровский лицей – это Царскосельский лицей. Пушкин, Горчаков, Дельвих, Кюхельбекер, «Пока свободою горим», «Пока сердца для чести живы», их всех или отправят на Соловки, где они сгинут, или расстреляют. По делу лицеистов расстрелян и бывший премьер Голицын. Кто из ближнего окружения влиял на Николая и насколько? Обычно называют две главные фигуры. Распутин и, как утверждали тогда злые языки, его тайная любовница, императрица Александра Федоровна. Николай II был скромным в плане наград. Единственная военная награда – орден Святого Георгия 4 степени, который по статуту офицер никогда не снимает. И когда Николая II показывали в хронике в кинотеатрах с георгиевским офицерским крестом, то непременно в зале кто-нибудь начинал гыгыкать. Царь с Егорием на фронте, а царица дома с Григорием. Конечно, это все абсолютнейшие фантазии, но Распутин стал символом загнивания монархии. Помните Бонем? Ро-ро Распутин, love of the Russian Queen. Russia's greatest love machine. Переводить не буду. До счета моральности Распутина, загулов, пьянок, любовниц Распутина, столько всего накручено. Подробно разбирать не буду. Вот хотите, Пикуля почитайте или послушайте Родзинского. Есть, наоборот, апологеты. В недавнем фильме «Хроники русской революции» совершенно другой образ Распутина. Но вообще сразу же на кинорынок России, а в России было очень много кинотеатров, продюсеры выбросили серию фильмов о похождениях Распутина, потому что цензуру отменили. Они не сохранились, но названия говорят сами за себя. «Темные силы – Григорий Распутин». Или «Святой черт Распутин в аду». Или «Люди греха и крови. Царскосельские грешники. Любовные похождения Гришки Распутина». Вы не поверите, но к премьеру Керенскому обращались деятели культуры с просьбой остановить вакханалию киногрязи и киноэротики. Керенский этого не сделал, как и много чего еще не сделал. Распутин стал мировой кинозвездой. Тогда же в 1917 году еще и в США сняли фильм, который назывался «Падение Романовых». Там снялся известный враг Распутина, монах Растрига Труфанов, который жил в эмиграции, бывшим доверенным лицом Распутина. В 1932 году фильм «Распутин и императрица», тоже голливудский, номинировался на «Оскар». Так что постепенно Распутин стал одним из брендов России, по крайней мере, за рубежом, равно как водка, калашников и балалайка. Ну и у нас тоже от этого позорища не убереглись. Я не знаю, есть сейчас этот клуб мужской «Распутин» на Садовом напротив Russia Today. Водку Распутин, может быть, кто постарше помнит, активно рекламировалась у нас, пока рекламу водки не запретили на телевидении. И много чего еще. Кстати, по поводу Пикуля и его романа «Нечистая сила», где вся, буквально в каких-то адских цветах преподнесена вся история вокруг Распутина. Потом был еще фильм «Агония» Ильяма Климова. Я нашел интересную записку Андропова, председателя КГБ СССР, в ЦК. Кавычки. На киностудии «Мосфильм» закончена съемка картины Ильяма Климова «Агония», в которой показан распутинский период Российской империи. По имеющимся в органах безопасности данным, в картине искаженно трактуются исторические события. Неоправданно большое внимание уделяется показу жизни царской семьи и интимной жизни Распутина. То есть даже КГБ ошалело от такой фальсификации. При этом он очень понравился идеологам перестройки. Именно вождь процессов гласности Александр Яковлев сделал Климова и председателем Союза кинематографистов, и лицом нового перестроечного подхода в кинематографе. А Ильям Климов много чего творил интересного. Например, в 1987 году на Каннском кинофестивале жюри решило отдать гран-при фильму Никиты Михалкова «Очи черные». Однако наш член жюри Климов
Казалось бы, вместо того, чтобы радоваться за коллегу, он устроил скандал, пригрозил выйти из жюри и продавил решение, чтобы вместо Михалкова приз получил фильм Абуладзе «Покаяние». Кто смотрел, как говорится, почувствуйте разницу. Появление Распутина при дворе не было случайным. Тогда все были увлечены какой-то эзотерикой, спиритические сеансы. Это эпоха декаданса. Гадания, медиумы, провидцы. Все было пропитано такой вот странной модой. Восточная медицина, целительство какое-то невероятное, Тибет, монахи. Ну вот, кто помнит другое переломное время, Алан Чумак и Кашпировский, они бы там себя нашли. Я пытаюсь студентам объяснить, они даже не понимают, о чем я говорю. Ну ладно, Кашпировский, очевидно, хороший был психиатр и понимал, как работать с массовой аудиторией. И некоторые самовнушались, и что-то там происходило. Ну вот, представьте себе сеансы заряжания воды Аланом Чумаком по радио. Это не как сейчас. 3 кнопки. Всесоюзное радио, там 2-е, 3-е. Первая программа. Включаю радио на кухне. Тишина. Дергаю за розетку. Через 10 минут голос. Можете убрать ваши банки с водой. Сеанс закончен. Пейте перед едой по полстакана. Поэтому что мы смеемся над увлечением начала 20 века? Вспомним сами себя. Кстати, перед Распутиным появился предтеча у царской семьи француз Низье Филипп. Поразительная личность. Учился на врача. Его выгнали из университета в Лионе за шарлатанство. Он стал на курортах юга Франции. Очень популярен среди русских аристократов, исцелял направо и налево. В итоге привезли его в Петербург, познакомились с царской семьей. И он произвел настолько неизгладимое впечатление на императрицу, что она заставила Николая II просить французское правительство, чтобы ему выдали диплом врача. Степень доктора медицины. И это был тот редкий случай, когда наши ближайшие союзники французы отказали. Перебор уже. Он скончался в 1905 году. Этот Низье Филипп. Много чего он успел в письмах напредсказывать. И Первую мировую войну, и поражение России, и появление Распутина, нового друга. Что, кстати, предсказать было несложно, потому что, понимая эмоциональный настрой императрицы, непременно кто-нибудь должен был появиться. Должны относиться к этому с пониманием. Долгожданный ребенок, мальчик, чудовищная болезнь, испытывает страшные мучения, наследник престола. Конечно, она цеплялась за любую соломинку, кто может облегчить страдания, попробовать вылечить ее любимого сына. А Распутин помогал. Дело не в том, что он обладал какими-то гипнотическими качествами, может быть, и обладал, не знаю. Но вот представьте себе, что вы живете где-нибудь в Европе времен темного средневековья и от страшной головной боли предлагаете кому-то выпить таблеточку нурофена. Раз – и прошло. Что с вами сделают с высокой долей вероятности? Если не сожгут на костре, повезло. Потому что это же колдовство. Головную боль можно лечить кровопусканием, отварами трав, а лучше всего молитвой. А тут вот это так не бывает. Колдовство. Люди тогда просто не знали химические свойства некоторых элементов. Может быть, мы и сейчас какие-то свойства просто не знаем, поэтому я здесь не хочу никого осуждать или отрицать. Но если говорить о материальном, то царевичу Алексею давали облегчение боли аспирин. А тогда не знали, что аспирин противопоказан, например, гемофилии категорически, потому что он разжижает кровь. А Распутин запретил давать любые лекарства, и царевичу стало лучше. Что касается влияния Распутина на Николая, на бытовом уровне, наверное, было. Особенно сильным, безусловно, было на Александру Федоровну. Такой человек из народа, целитель, Божий дар, надежда. И уже через Александру Федоровну как-то, наверное, влиять он мог на Николая. Но это, опять же, все сильно преувеличено. Вот эти истории про то, что он записочки писал: «Милый, дорогой, назначь министром того-то». Может быть, он писать что-то и мог, но Николай II самостоятельно принимал политические решения. Другое дело, что иногда к решениям его нужно было подтолкнуть. С одной стороны, у него был такой психотип, ему очень хотелось на кого-то опираться, на сильного, который будет его
подталкивать к решениям, аргументируя эти решения. Он опирался на Победоносцева сначала в молодости, на Витта, на Столыпина. Собственно, Николай II ввел военно-полевые суды указом своим очень жестко и эффективно. А с другой стороны, такие сильные волевые личности начинали рано или поздно его раздражать. Все-таки был очень упрямым. По поводу связи Распутина с императрицей я уже сказал. Ничего этого никогда не было, равно как и не было никакой связи императрицы с германским генштабом. Но это все обсуждалось серьезно. Временное правительство первым делом создаст чрезвычайную комиссию следственную, которая будет выяснять обстоятельства связи императрицы с германской разведкой. В газетах писали, что в спальне у Александры Федоровны есть такой большой горшок с цветами. И если этот горшок отодвинуть, то за ним скрывается подземный ход прямо из Царского Села, по которому непосредственно Распутин ходит в Германию совещаться с кайзером. Ну, что делает Распутин в спальне императрицы, это уже вопрос даже не задавали. Если серьезно про Александру Федоровну, то Николай женился по любви, как редко бывает у монархов, в отличие от большинства своих и предков, и родственников. Письмо Николая жене декабря 15 года, это через 22 года супружества. Кавычки. «Нежно любимая моя солнышко, Бог даст, наша разлука не будет долгой. В мыслях я всегда с тобой. Никогда в этом не сомневайся. Спи спокойно и сладко. Твой навеки старый муженек Никки». Остается только позавидовать таким искренним отношениям. Кстати, Александра Федоровна какое-то время в политику вообще не лезла. Примерно до революционных событий 5 года занималась благотворительностью. Во время русско-японской войны организовывала госпитали, сестры милосердия. Вот как-то после революции постепенно она внушила себе, что она является единственным человеком, который искренне желает добра своему мужу, окруженному непонятно кем. Она убеждала его, что он помазанник Божий, не обязан ни перед кем отчитываться. Его воле обязаны все беспрекословно подчиняться. Это очень опасно. Даже для абсолютного монарха такое самоубеждение. Вспомним и Павла I, и Петра III. Потому что в России самодержавная власть абсолютна и не ограничена. А ограничена лишь чем? Удавкой. Ну, а потом она поняла, что смысл ее жизни – спасти царевича Алексея. Ну, вот отсюда и особая роль Распутина, и особое влияние, постоянное давление со стороны Александры Федоровны на мужа. Вообще ее было слишком много. Помните, была такая добрая женщина, искренне любившая мужа и очень желавшая ему помочь, стать для него опорой, Раиса Максимовна Горбачева. Мы же не сомневаемся в искренности ее чувств. Но муж это сильно вредил. Такова политика. Нельзя вычесть, конечно, фактор Первой мировой войны, как черный лебедь революции. Россия была не готова к войне в долгую. Проблемы были с оружием, с боеприпасами, снарядный голод. Но не только у нас. У всех воюющих держав, потому что годовой запас боеприпасов расходовался на этой гигантской бойне за месяц. Но как-то разобрались, постепенно преодолели. Был продовольственный кризис, когда появилась продразверстка. В 16 году при царском правительстве. Ну, точнее говоря, царское правительство ввело ограниченную продразверстку осенью 16 года. Предполагалось, что будет параллельно свободный рынок зерна и продовольствия и обязательные госзакупки. План по закупкам был сверстан, спущен в губернии, и каждая губерния должна была по твердым государственным ценам, чтобы не допустить спекуляции, закупить какое-то количество зерна. Потом февральская революция, естественно, все рухнуло, но Временное правительство тоже решило заниматься продразверсткой, ее не большевики придумали. Правда, Временное правительство делало это, не опираясь на аппарат насилия, поэтому получалось не очень. А у красных потом было не забалуй. Отбирали все, поэтому крестьяне воспринимали в условиях дикой инфляции после революционных лет продразверстку не как закупку у них продовольствия. Там что-то платили этими миллионами новых денег.
воспринимала просто как изъятие их результатов труда. Но, тем не менее, карточной системы не было, проблемы с продовольствием не было. Кое-где в отдельных городах уже в 16 году появлялись талоны на отдельные виды продуктов. Это было гораздо мягче, чем в Москве в годы перестройки. Только по талонам был сахар. Ну, почему сахар? Потому что сухой закон, понятно. Сахар не в чай клали. А в Европе талоны были повсеместно, особенно в Германии. Там вообще голод, от которого умирали в сотни тысяч. Так что в России тяжело, но не так страшно. Ну, о плюсах Николая с начала майского наступления 1915 года, когда, собрав многократный перевес, особенно в артиллерии, Германия нанесла мощный удар, заняла Перемышль, Львов. Эти города мы взяли у австрийцев в самом начале войны. Потом пошла дальше, пали Варшава, Ковна, Брест. Казалось, фронт посыпался. И тогда император принимает решение отстранить главнокомандующего Николая Николаевича, очень, кстати, популярного до этих событий в войсках, и самому стать верховным главнокомандующим. Такого не было никогда. Даже Петр I, как мы помним, всегда говорил: я бомбардир, у меня есть командиры Шереметьев, Апраксин, а я тут рядышком. А здесь царь берет на себя всю ответственность. Все министры были против. За была, кстати, только Александра Федоровна. И Николай смог. Фронт стабилизировался, паника прекратилась, проблемы со снабжением стали лучше решаться. Ну и были победы, был и грандиозный Брусиловский прорыв, и подготовка несостоявшегося наступления 1917 года. Кто готовил революцию, в кавычках готовил, потому что она как бы произошла сама по себе. Получается, что готовили все. Официальным оппонентом была Государственная Дума. Штаба революции не было, вот как говорят, штаб революции Смольный. Никакого штаба в Таврическом дворце в здании Государственной Думы не было. Депутаты были в оппозиции, требовали ответственного правительства. Ответственно имеется в виду не перед царем, который его назначает, а перед Государственной Думой, чтобы Дума назначала правительство. Ну и все события февраля, как при подавляющем большинстве, почти при всех революциях, происходят всегда в столице. Остальная страна ставится перед фактом. Так было и во время французской революции в конце XVIII века. Все происходило в Париже. Так было и у нас в 1991 году во время ГКЧП. Страна замерла, а все происходит в центре Москвы. Я не буду ударяться в мелочи хронологии, немного широкими мазками. Начинается все со стачки на Путиловском заводе. Трудовой конфликт. В конце концов, администрация объявляет локаут и выбрасывает на улицу несколько тысяч рабочих, которые не просто оказываются одномоментно без средств существования, но еще и без брони от фронта. Значит, сейчас они будут мобилизованы. Начинается волнение. Но в правительстве относятся, не впервые, много раз были волнения, ничего страшного. Как-то само рассосется. 22 февраля Николай II уезжает в Ставку, в Могилев, совершенно не придав значения всем этим событиям. Александра Федоровна постоянно давит на Николая. Надо проявить твердость. Она пишет: «Дорогой, будь тверд, покажи властную руку. Вот что надо русским. Ты никогда не упускал случая показать свою любовь и доброту. Дай им теперь почувствовать свой кулак. Они сами просят этого, сколь многие недавно говорили мне: нам нужен кнут. Такова славянская натура». Оставим это на ее совести. На следующий день, 23 февраля, это по новому стилю 8 марта, Международный женский день. Ну, тогда это никакой не женский день, не праздник цветов. Тогда это политический праздник, День солидарности работниц. И в этот праздник на фабрике приходят и агитаторы с листовками, но интернета же не было и соцсетей, и подзуживают в этот день не работать, а выйти и заявить протест. Очереди за хлебом, так называемые хвосты, за дешевым хлебом, за черным. Неприятная вещь, потому что если ты не стоишь в этом хвосте, то хлеб может просто кончиться, и останешься без хлеба. А тогда была совершенно другая структура питания, и хлеб играл несопоставимо большую роль, чем сегодня. Нам даже понять этого невозможно. Он и другой был, честно говоря, совсем раздражающий очереди за хлебом. Муж или на работе, его не видно, а тут, не дай бог, еще и уволили, выбросили на улицу. Или на фронте. Поэтому лозунги первых демонстраций работниц 23 февраля: хлеба и верните мужей с фронта.
с заведенными женщинами тяжело иметь дело полицейским и даже казакам. Вслед за увольнением массовым с Путиловского завода забастовали и другие заводы в знак солидарности. А забастовка – это не значит, что рабочий, бастуя, пришел домой, сел на диван и смотрит телевизор. Забастовал, значит, собрались все вместе и пошли протестовать. Колонны выходят с юга и с севера. 100-тысячные толпы на Невском проспекте. Начинаются столкновения с полицией и даже драки с казаками. И вот тут стихийно образуется так называемый Совет рабочих депутатов. Вспомнили 905 год. Прошло всего-навсего 10 лет с этих событий. Все, кто постарше, в этом либо участвовали, либо были свидетелями. Появляются такие советы самоуправления рабочих депутатов. Кстати, появляется он очень странным образом, потому что там одновременно и депутаты Госдумы, и члены военно-промышленного комитета был такой. И когда солдаты освободят заключенных из крестов, там появятся и профессиональные революционеры, и кое-какие выборные от заводов. То есть как бы совет рабочих депутатов, понятно, что решают не рабочие, но есть рабочая массовка, и эти решения можно потом продвигать в рабочих коллективах. А в Петербурге того времени 400 тысяч рабочих. Это большой промышленный центр. Николай II пишет жене. Там в основном по поводу детей. Дети болеют корью. В Царском Селе карантин. Корь очень тяжелая тогда болезнь, опасная. Но потом как бы по работе. Он пишет из Ставки, из Могилева. «Мой мозг здесь отдыхает. Ни министров, ни хлопотливых вопросов, требующих обдумывания. Я считаю, что мне это полезно, и не только для мозга». А дальше сердце страдает от разлуки, и опять про любовь. То есть Николай там эмоционально отдыхает. Ему комфортно среди военных. Это город, столица, волнение, министры, проблемы. А тут все понятно. Армия, порядок. Помните, он когда молодой был, как ему комфортно было в гвардии? Не заседать где-то, решая государственные дела, а с гвардейскими офицерами. Маневры, шампанское, боевое братство. Тем временем в столице брожение усиливается, и руководители Совета рабочих депутатов принимают гениальное решение. Они решают создать... Я где-то читал, что Молотов это предложил, тогда молодой большевик. Они приглашают депутатов от воинских частей, солдатских депутатов. Очень просто. От каждой роты по одному выборному. И когда это становится советом рабочих и солдатских депутатов, то возникает вопрос, а кому должны подчиняться солдаты? Офицерам или своему выборному органу? А Николай II тем временем пишет жене, что положение на фронте, снежные бури поставили армию в критическое положение. Кстати, из-за этих снежных бурь и подвоз продовольствия временно затормозился. Буквально на несколько дней в Петроград. Если движение поездов не возобновится, через 3-4 дня в войсках наступит настоящий голод. Это ужасно. Ужасно, но дальше написано, что вот после всего этого я решил пойти в монастырь помолиться за здоровье детей, а потом отправился на долгую пешую прогулку. На прогулку у него время есть, а никаких совещаний экстренных, как сейчас говорят, оперштабов, ночных заседаний, ставки. Ничего этого нет. Царь прогуливается. Он, правда, отдает приказ военному губернатору Хабалову навести порядок, прекратить волнение. Что делает Хабалов? Как он может прекратить волнение? Он уже открыл военные склады, хлеба в лавках полно. Эти лавки громят, и рабочие, и работницы даже этот хлеб, булки разбрасывают. У них уже другие требования. Политические. Им уже подсовывают лозунги. Долой самодержавие, бог с ним с хлебом. А как навести порядок? А тогда не умели по-другому. Значит, надо вызвать войска, перегородить и стрелять. И все. Как 9 января 5 года. Других механизмов военный губернатор не знает. Что такое войска? В Петрограде того времени, помимо гарнизона очень большого, еще сотни тысяч в самом городе и в окрестностях учебных команд, батальонов, полков, куда постоянно поступают вчерашние крестьяне, это учебки военные, где их спешно муштруют, обучают и отправляют на фронт. И хотя это называется гвардейские полки или гвардейские учебные команды, какие они гвардейцы? Вся гвардия полегла в 15 году.
Дай бог, какие-то офицеры там еще остались той довоенной поры. А так и офицеры уже военного времени, и солдаты, никакие они не гвардейцы, у них нет никакого ощущения элитарности. Это вчерашние крестьяне, которые не хотят на фронт, ищут любой повод, чтобы задержать свою отправку на фронт. А плюс к этому казармы переполнены, бытовые условия страшно тяжелые, их из казарм не выпускают. А тут еще казаки, вернейшая опора трона. Почему? Потому что у них есть земля, поэтому казаки лояльны. А тут казаки начинают волноваться. А казаки – это ОМОН. Это единственная сила, которую использовали для пресечения беспорядков, если не хватало сил полицейских. Полиция очень маленькая, очень профессиональная и очень немногочисленная. Жандармерия ничтожна. Казаки как-то не очень хотят разгонять демонстрации возбужденных женщин. В конце концов, все-таки отдается команда стрелять. Толпы огромные не остановить, толпы уже заведены и радикализированы. Происходит только хуже. Ненависть к офицерам. Солдат уговаривают. Ну, вчерашнем братушки, что вы творите? По своим стреляете. Но тогда еще не было технологии оранжевых революций. Я вот читал все эти методички, к слову сказать, как митингующие должны обращаться с солдатами и сотрудниками правопорядка, которые их пытаются остановить. Никогда не обращали внимания, что у всех оранжевых революций обязательно какой-нибудь цветочный символ. Там революция роз, революция гвоздик. Поройтесь в интернете. А все методические пособия для митингующих написаны одинаково, вне зависимости от страны, с небольшой национальной спецификой. В Грузии, на Украине, в Средней Азии и так далее, и так далее. У нас на Болотной. Для чего нужны цветы? Цветы, согласно этим методичкам, наиболее симпатичные девушки должны подходить и дарить ОМОНовцам. А еще лучше втыкать им туда, в петлицу куда-нибудь туда, поближе, к бронежилету. И вот он будет с этим цветочком почти как с красной ленточкой, уже свой. К нему прикоснулись, а дотрагиваться ведь нельзя до милиционера. К нему прикоснулись, его погладили, все. Он уже стрелять не будет. И вообще отойдет в сторону. Тогда таких технологий не было, но армия постепенно начинает выходить из повиновения. Началось с маленького человечка Тимофея Кирпичникова. Это унтер-офицер учебки гвардии Волынского полка. Он застрелит офицера и выведет роту из казармы. Что значит застрелил офицера во время войны? Все. Обратного пути нет. Тут каторгой не обойдется. На каторгу отправят всех, кто тебя тут же не арестовал. А так расстрел. Поскольку нет обратного пути, а одна рота ничего сделать не может, взбунтовавшиеся солдаты начинают идти по казармам других полков и подговаривать их присоединиться. И постепенно, часть за частью, выходит из-под контроля. А потом, какой самый лучший способ избежать наказания за военное преступление? Сделать так, что это не преступление, а ты защищал Отечество и народ. Защищал истинную власть от непонятно кого. Поэтому восставшие идут к истинной власти, потому что официальная власть их поставит к стенке. Они идут к Таврическому дворцу, где заседает Временный комитет Государственной Думы. Государственную Думу к этому моменту уже распускают. Там Временный комитет во главе с Родзянко. И восставшие говорят: мы пришли в распоряжение народной власти. Мы теперь вроде как не преступники, а мы теперь защищаем законную власть. Тут же депутаты, Керенские, организуется охрана Таврического, охрана ключевых точек. Занимается почтамт, телеграф, вокзалы, мосты. Этот Тимофей Кирпичников будет произведен Временным правительством в прапорщике из унтер-офицеров, то есть станет вашим благородием, если бы не упразднили тут же обращение к офицерам. Но чем дальше революция, тем ему станет все более и более не по себе. И после октября 1917 года он бежит на Дон, к белым. И вот судьба. По случайности он явился к Кутепову, известному монархисту, полковнику Преображенского полка, который, увидев: вот ты тот самый первый солдат революции, чей портрет публиковали во всех газетах, с чего все и началось, и он тут же поставит Кирпичникова к стенке. Судьба. Тем временем Александра Федоровна пишет мужу. Кстати, оцените степень информированности императрицы о происходящих событиях.
Кавычки. Стачки и беспорядки в городе более чем вызывающие. Это хулиганское движение. Мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, мешают другим работать. Страшно далеки они были от народа. Наконец, только вечером 27 февраля, словно очнувшись, Николай II из Ставки назначает генерала Иванова командующим Петроградским военным округом с чрезвычайными полномочиями и направляет его в Царское Село с Георгиевским батальоном, чтобы взять под охрану царскую семью и вообще разобраться там на месте. Только 28 февраля утром Николай II выезжает из Могилева тоже в Царское Село, потому что опасность для семьи. Он едет не в Петербург. Но поздно. Как говорил Ленин, промедление смерти подобно, потому что до отъезда Николая II из Могилева уже Временный комитет Государственной Думы по телеграфу оповещает всех начальников железнодорожных станций, что власть в Петрограде перешла от царского правительства к другому правительству, правительству Государственной Думы. Происходит так называемая революция по телеграфу. До этого страна толком и не знала, что происходит в столице. А тут приходят официальные телеграммы всем начальникам железнодорожных станций. Новое правительство. Во главе Министерства путей сообщения временно оказывается крайне энергичный депутат, инженер Бубликов. Человек со смешной фамилией. Кстати, кадет и сторонник монархии. Как комиссар Временного правительства врывается буквально в офис МПС и направо и налево раздает указания с целью защитить столицу. Абы чего не вышло, запрещает все движение в радиусе 250 километров с воинскими эшелонами вокруг Петрограда. То есть войска пройти к Петрограду не могут, прямой приказ железнодорожникам не пускать. Собственно, Бубликов остановил и царский поезд, который ехал в сторону Петрограда, в Царское Село. Поезд едет, а его останавливают. Утром 1 марта поезд не пустили дальше с государем-императором. Для меня, честно говоря, вот это всегда была загадка, как может быть, чтобы в империи поезд с императором не пустили дальше. Вообще-то война идет. Как не пустили? Почему нельзя было выслать команду? В конце концов, на поезде был специальный отряд, который сопровождает и обеспечивает движение поездов. Вышли бы, кто не пустил? Вот ты к стенке. Следующие. Но почему-то этого не произошло. Мне пришла в голову такая странная ассоциация по поводу власти. Какой-нибудь есть? Какой-нибудь ценный предмет? Вот, часы. Чьи это часы? Кто за то, что это мои часы? Поднимите, пожалуйста, руку. Ну, пожалуйста, хорош. Кстати, у меня часов нет. Это мои часы? Кто за то, что это мои часы? Согласны? Считаю, что мы этот вопрос решили. Почему? Потому что это мы с вами думаем, как в примитивной политэкономии учили, что собственность – это отношение между человеком и вещью, которая ему принадлежит. Вот. Нет. Спасибо. Собственность – это отношение между нами по поводу этой вещи. И если мы с вами решили и проголосовали, что это мои часы, то все. Понимаете? И власть – это не отношение между Николаем и скипетром и державой, и чем бы то ни было еще. Власть – это отношение между людьми в империи. Ну, понятно, в первую очередь элитами, а потом элитами с винтовкой и так далее. Это отношение между людьми, которые и определяют, у кого эта власть. А в этот самый момент эти отношения стали разрушаться. Именно поэтому, с одной стороны, поезд не пускают какие-то железнодорожники на основании непонятно какого приказа какого-то комиссара, депутата, а с другой стороны не применяется сила. И царь на самом деле ехал двумя поездами. Впереди шел другой поезд, так называемый Свитский, с несколькими генералами, как бы сейчас сказали, сотрудниками аппарата. А за ним с интервалом обычно там полчаса-час шел уже непосредственно царский поезд с царем, приближенными, охраной. И вот эти два поезда разъединились. Кстати, мне непонятно, почему царь не посадил максимум вооруженных людей на свой поезд сразу. Тот же самый Георгиевский батальон. Мне кажется, это было бы гораздо разумнее. Там почти 1000 вооруженных, преданных солдат и офицеров. Вот если мы посмотрим на эту схему, царский поезд где-то здесь, Малые Вишеры. Ему сообщают, что вот эти станции, Тосно и Любань, заняты революционными войсками. И если поезд пойдет дальше, это создаст угрозу жизни государя. И никто из генералов
не решился поехать вперед, взять на себя риск и проверить. А если там революционные войска? Что за революционные войска? Кто может не пустить царский поезд? Какие еще пулеметы якобы там установлены на путях и на станциях? Ничего этого не было. Ну, там разгромили по пьяни привокзальный буфет. И все. Никто бы царский поезд не задержал. У страха глаза велики, взяли, по сути, на испуг. Иванов тем временем со своим георгиевским батальоном с пулеметами едет по параллельной ветке. И тоже где-то здесь начинает притормаживать. Он отстает от царского поезда, потому что он ждет подкрепления. Ему генерал Алексеев, командующий главным штабом, обещает прислать еще 20 тысяч. Обещает, но не присылает солдат. И он ждет и отстает. А потом здесь Николай II принимает решение разворачиваться, не идти напролом, и ехать обратно в сторону Пскова, штаба Северного фронта в Пскове, и посмотреть, как там складываются обстоятельства. У него связи с Ивановым нету. Я хочу сразу сказать, что свидетельства всех участников этих событий крайне противоречивые. Очень тяжело понять, кто врет, кто додумывает. Много воспоминаний, и они во многом не стыкуются. Иванов, конечно, мог быть теоретически, он, по-моему, даже до Вырицы доехал, он мог быть просто высадить здесь свой георгиевский батальон. Предположим, пути разобраны или там не пускают. И не решается он поставить к стенке всех железнодорожников здесь. Он мог бы просто высадить свой георгиевский батальон и пешком пойти в Царское Село. Или пешком пойти, чтобы присоединиться к царскому поезду. Но он этого не делает. Он ждет приказа, указаний. Они все генералы вокруг Николая II ждали в эти дни приказов, кто возьмет на себя ответственность. Пассионариев рядом с ним не оказалось вообще. Все выжидали. Первого марта, в этот же день, когда вот это вся происходит, канитель на железной дороге, Петросовет, тот самый, который рабочих и солдатских депутатов, принимает эпохальное решение, приказ номер 1. Мы почему-то по легендам считаем, что этот приказ номер 1 ввел выборность офицеров, но этого ничего не было. Там было следующее. Первое. Солдат вне воинской части пользуется всеми гражданскими правами. То есть может участвовать в митингах, ходить, интересоваться. Вообще он гражданин вне воинской части. Ну, казалось бы, это очевидно. Трактовалось это весьма своеобразно. Вооруженные солдаты просто стали примыкать к митингующим. Дальше отменялось обращение на ваше благородие, ваше превосходительство. Отменялось отдание чести офицерам. Символическая, но знаковая вещь. А самое главное, вне службы солдаты подчинялись не офицерам, а солдатским комитетам, которые они сами избирали из нижних чинов. А что такое вне службы? Ну, на фронте, понятно, ты все время на службе, пока ты в окопе. А в городе, в столице. Вот ты стоишь на посту, ты на службе. А если в казарме, ты на службе или ты вне службы? Все посыпалось сразу. Более того, эти солдатские комитеты на основании приказа тут же забрали ключи от оружейных, и ключи офицерам не выдавались. Только с разрешения солдатского комитета. Таким образом, Петросовет через своих выборных делегатов от воинских частей получил какую-то военную силу. Напрямую он ей не руководил, но руководил через выборных. И у него появилась своя армия. Ну, плюс ко всему еще солдаты взяли арсенал, восставшие, и раздали 40 тысяч винтовок. Революционным, рабочим и кому-то там еще. Кто подходил. Так появилась Красная гвардия вооруженная. Бантик, винтовка и деньги. Все получали зарплату. Но если ты же не работаешь на заводе, потом большевики будут эту Красную гвардию выжигать каленым железом. Потому что это будет абсолютно неуправляемая вольница. В процессе строительства регулярной Красной армии. Винтовка, как говорил Мао, рождает власть. Все. Начиная со 2 марта, шаг за шагом происходит постепенный отказ Романовых от власти. Сначала под давлением Николай II ночью согласился даровать России ответственное министерство во главе с Родзянко, председателем Государственной Думы и председателем Временного комитета Государственной Думы. Но тот сообщает телеграммой, что ситуация ухудшилась, и этого уже недостаточно. Страна требует отречения императора, и это единственный способ успокоить народ и избежать гражданской войны. Не свержение монархии, просто отречение в пользу законного наследника. А дальше ответственное министерство, Регенский совет как-то будет всем этим управлять. Генерал Алексеев, начальник генерального штаба, берет на себя функции ВЦИОМа,
Левада-центра и устраивает социологический опрос по телеграфу командующих фронтами, формулируя вопрос таким образом, весьма предвзято, что все командующие фронтами единодушно высказываются в пользу отречения императора Николая в пользу своего сына с целью стабилизации фронта и избежания гражданской войны. Потому что если начнется гражданская война, гарнизон в Петрограде уже как бы считается перешел на сторону восставших. А еще непонятная ситуация в Москве, там тоже какой-то совет, в Твери какой-то совет. Там все пока тихо, мирно, но советы уже в Харькове, в Нижнем Новгороде. Непонятно, что там будет. А как мы с этим будем совсем разбираться? Войска с фронта направлять? Тогда фронт посыпется. Германцы же не дураки, они сразу пойдут в наступление. Поэтому единственный способ удержать фронт и избежать резни в тылу – это отречение в пользу царевича Алексея. Вот что пишет бывший главнокомандующий, а ныне главком Кавказской армии, великий князь Николай Николаевич. Кавычки. Его телеграмма императору. Алексеев сообщает мне создавшуюся небывало роковую обстановку и просит меня поддержать его мнение, что победоносный конец войны, столь необходимый для блага России и спасения династии, вызывает принятие сверхмеры. Я, как верноподданный, по долгу присяги и по духу присяги, какая лукавая формула, по духу присяги, считаю необходимым преклоненно молить Ваше Величество спасти Россию и вашего наследника, зная чувство святой любви вашей к России и к Нему. Осенив себя крестным знамением, передайте Ему ваше наследие. Другого выхода нет, молю Бога подкрепить и направить вас. Генерал-адъютант Николай. Вот так, ближайший опорный человек. Как вспоминал потом Деникин, Николай подготовил первый по всей форме вариант отречения в пользу царевича Алексея и собственноручно передал его Алексееву, начальнику генерального штаба, чтобы тот телеграфом отправил его в Петроград. Но Алексеев, как пишет Деникин, почему-то не стал отправлять эту телеграмму, а положил ее в бумажник, дабы не смущать умы. И только спустя 3 месяца отдал ее Деникину, который, в свою очередь, спрятал ее в какую-то секретную папку. Почему не отправил первое отречение? Ждал, как разовьется ситуация? Или это был тот самый заговор генералов? Можем подумать. Кстати, к царевичу Алексею в этот момент 12 лет, чудесный мальчик. И, казалось бы, никакие революционеры не могут предъявить Алексею ничего. Он ничего плохого в своей жизни не совершил. И, может быть, действительно, отречение в его пользу будет во благо. А дальше приезжает Шульгин и Гучков. Долгий разговор, давление со стороны генералов. Под этим беспрецедентным давлением царь, поняв, что он остается совершенно один, меняет свою точку зрения и отрекается не в пользу Алексея, отрекается и от себя, и от имени Алексея в пользу своего младшего брата Михаила. Отречение напечатано на печатной машинке, адресовано почему-то начальнику штаба и подписано карандашом. Николай. Нарушены все возможные формы и процедуры, которые только могут быть. Должно быть обращение к Сенату, к народу. Не говоря уже о том, что нельзя отрекаться за кого-то. Николай II вообще мог отречься только за себя. Ну а далее совещание 3 марта в Петербурге. И Михаил Александрович отказывается принять престол до решения этого вопроса учредительным собранием. Тоже совещание на квартире, его уговаривают, он едет сначала в Зимний дворец, там остались какие-то верные силы, генералы, туда стекаются офицеры, и все ждут, может быть, он даст приказ вооруженного сопротивления, может, он станет знаменем сопротивления. Нет, он говорит, что не хочет повторения 9 января, чтобы на Дворцовой у Зимнего стреляли в народ. Приказывает распустить войска, снять охрану Зимнего дворца. Возвращается на частную квартиру на Миллионной улице. И там в ходе встречи с представителями общественности, депутатами, все те же самые уговаривающие Шульгин, Гучков, иные, Керенский толкает речи, что во имя России вы должны отречься, Россия будет бесконечно вам благодарна, и вы станете новым спасителем. Михаил Александрович проявляет слабость и отказывается. Николай II записал в дневнике, кавычки, «Бог знает, кто надоумил его подписать эту гадость». Так хочется сказать, о чем думал сам Николай II. Он телеграмму прислал Михаилу, которая начиналась словами
Ваше императорское величество Михаил II. Вверяю вам Россию, ну там и так далее. Он надеялся, что так по телеграммой можно передать корону во время революционных событий, не поговорив, не объяснив, не создав какой-то аппарат власти, который будет поддерживать нового монарха. Вот просто так телеграммой отфутболить. 4 марта из Киева в Могилев приедет его мать. Его скромно встретят на перроне, без всякой красной дорожки, Николай II. И она запишет в дневнике: «Ники пришел ко мне на ужин, он открыл мне свое кровоточащее сердце, и мы оба плакали». Я не знаю, плакал ли бы Сталин в такой ситуации, но многие бы плакали. Наверное, Горбачев бы тоже. Впрочем, на следующий день они пошли в церковь. Царь прощался с конвоем, с солдатами, офицерами. Был абсолютно спокоен, умел держать себя на публике. Одно замечание. Кого мы можем называть изменниками в этой ситуации? Большинство военнослужащих Российской империи себя изменниками и предателями совершенно не считало. Потому что с юридической точки зрения царь, подписав отречение, их всех освободил от присяги на верность себе. То есть он первый начал. А никакой другой присяги на верность государству, отечеству тогда не существовало. Все присягали лично государю и лично наследнику. Текст этой присяги довольно долгий и довольно интересно, рекомендую его прочитать, но я так выжимку. «Я, ниже поименованный, клянусь, что хочу и должен его императорскому величеству, своему истинному и природному государю, императору Николаю Александровичу и законному престолонаследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего до последней капли крови. В чем-то поможет мне Господь Бог Всемогущий, в заключение сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь». А царь освобождает и от присяги себе, и от присяги наследнику. Все. Сейчас много разговоров на тему того, что отречения не было, что все это фейк, оформлено оно неправильно. Ну, на самом деле нет. Есть и дневники Николая II, есть дневники его матери, кстати, на датском языке, их только недавно перевели, прочитали, где все это подтверждается. Потом мать же его долгие годы прожила в эмиграции, за границей, что ей мешало в Дании или в Англии опровергнуть всю эту историю. Никто ни разу даже не пытался. Поэтому я полагаю, что царь немного хитрил с формой отречения. Он специально составил его столь коряво и юридически ничтожно, что полагал, вдруг ситуация как-то разовьется по-другому. Может, там Михаил возьмет дело под контроль или еще как-то все выльется, и он сможет потом это все опровергнуть. Сказать, что он сделал это под давлением, это не документ. Но история не дала ему такого шанса. Мне кажется, что Николай повел себя в какой-то степени, как в августе 1991 года Горбачев в Фаросе. Вот он в Фаросе знал про ГКЧП или не знал? Его арестовали или не арестовали? Он поддерживал или не поддерживал? Это все очень большая, сложная и сильно запутанная история. Помимо ее официальной версии, изложенной потом. Потому что версию, которую изложили потом, подогнали под произошедшие события. А так, это очень непонятно. Так что, учитывая факт отречения, называть изменниками среди офицеров и военнослужащих Российской империи можно только тех, кто непосредственно участвовал в давлении на Николая, в побуждении его к отречению. А те, кто узнали из газет, они никому не изменяли. По поводу тех, кто давил, так называемой измены генералитета. Начальник штаба Алексеев, командующий фронтами, Северным фронтом русские в Пскове, ну и потом те, кто присылали телеграммы, Юго-Западный фронт Брусилов, Западный Эверт и другие, они вроде как хотели как лучше, считали, что слабый и непопулярный государь уйдет, или появится сильный, или появится сильное правительство, а в любом случае роль генералов, профессионалов возрастет, потому что не депутаты же Государственной Думы будут за них воевать. Значит, власть будет у военных. Они станут более влиятельными, никто не будет мешать. Никакая Александра Федоровна, никто не будет мешать с дурацкими советами, как они считали. И заодно не будет гражданской войны, и фронт не рухнет, и хорошо. Поэтому это не был заговор. Это было сложившееся мнение. Они что-то, может быть, обсуждали до этого. Но если бы не эти события, не волнения в Петрограде, никакого бы заговора не было.
Они решили использовать это, чтобы реализовать вот такой план смены, как им казалось, неэффективного руководителя на эффективного. То же самое с изменой членов дома Романовых. Ведь великие князья также изменили все Николаю. Не только Николай Николаевич. Ведь до этого еще было убийство Распутина, в котором принимал участие один из великих князей. Это был типичный заговор справа. Они хотели как бы избавить Николая от дискредитирующего его фактора, как бы ему помочь. Брат, отказавшись от власти, отправит своей жене письмо в Гатчину, графине Брасовой. Товарищу Брасовой. С этого момента начинается новое существование России. Подпись «Товарищ М. Романов». Пошутил. Шутник. Они еще не знали, что с революцией не шутят. И когда он будет стоять перед чекистским револьвером летом 18 года в лесу под Пермью, будет ли он вспоминать эту шуточку свою? Кирилл Владимирович, который потом в 24 году прогласит себя императором в изгнании. Вот сейчас нынешняя глава императорского дома Романовых – это внучка Кирилла Владимировича. Она часто бывает в России, Мария Владимировна. И сын ее Георгий, который венчался в Петербурге не так давно. Так вот, этот Кирилл Владимирович, который потом провозгласит себя императором в изгнании, это признают не все Романовы из оставшихся в живых. Почему не все? Потому что те, кто не признают, скажут: как тебе не стыдно? Ну как тебе, Кирилл, не стыдно? Какой ты император в изгнании? Ты ведь первым среди всех великих князей принес присягу временному правительству еще до отречения Николая, своего двоюродного брата. Кирилл Владимирович с красным бантом, но при этом с генеральскими эполетами, вензелями на погонах. Командир гвардейского морского экипажа прибудет в Таврический к Родзянко, отдаст ему честь и отрапортует: нахожусь в вашем распоряжении, как и весь народ, как и веренный мне гвардейский морской экипаж. Царь еще не отрекся, а этот уже все. Поэтому говорили: как тебе не стыдно, и ты еще имеешь совесть провозгласить себя императором в изгнании. Пройдет буквально неделя, и когда отдадут приказ об аресте царской семьи, Кирилл Владимирович быстро сориентируется, уедет в Финляндию, в эмиграцию, и все. Ну, а вскоре начнут поступать телеграммы о признании отречения других великих князей. Не буду их всех перечислять. Потом будет измена церкви. Церковь молниеносно, Святейший Синод, распорядится изъять из богослужебных чинов поминовения царской власти, заменив на всех службах на поминовение благоверного временного правительства. Опора. Ну, Госдума, понятно, они всегда этого хотели. Тот самый Родзянко, который интриговал. Он вроде как монархист, но очень хотел быть при этом премьер-министром, чтобы решать. Серьезный, внушительный, очень властный человек. Он моментально потеряет все. Не будет никаким премьер-министром, его тут же кинут свои. Будет очень переживать, когда у него отберут служебный автомобиль. Как у председателя Госдумы, он будет ходить пешком по Петрограду. Потом эмигрирует. И через несколько лет умрет в Югославии в полной нищете и в одиночестве, потому что с ним никто не общался. Его все считали предателем. И те. Или врагом, или предателем. Ну, Гучков, интереснейший человек, тоже был председателем Госдумы. Влиятельный, очень богатый староверческий клан московский. Гучковы, Боткины, Третьяковы. Основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков. Родственник через брак. Брат Гучкова, генерал. Двоюродный брат Гучкова, так, к слову сказать, Сергей Рахманинов. Семья интересная, сериал снимать можно. Очень влиятельная. И он человек пассионарный, добровольцем в Англобурской войне участвовал. Потом с турками воевал, к японцам в плен попал. Дуэлянт, ничего не боялся. Но поссорился с Николаем, стал его смертельным врагом. А таких пассионарных людей и влиятельных надо иметь друзьями или, по меньшей мере, союзниками. При этом все заговорщики, и Шульгин, и Гучков, и Родзянко, и великие князья, они все формально были за монархию. Никакой особой революции они не хотели. Они считали, что надо просто заменить нерешительного, склонного к влиянию со стороны плохих людей, недостаточно энергичного, как им казалось, человека на более какого-то профпригодного, и все будет нормально. И все будет хорошо. Станет лучше и им, и стране. В общем, хотели как лучше, получилось гораздо хуже, чем как всегда.
Были и те, кто до последнего поддерживал царя, несмотря ни на что. О них мы сегодня совсем не помним, я очень коротко про них расскажу. Это уже упоминавшийся Александр Кутепов, который расстреляет первого солдата революции. Он был офицером Преображенского полка и оказался в феврале в Петрограде случайно в отпуске. Явился к губернатору Хабалову во время беспорядков, тот поручил ему сформировать сводный отряд из надежных солдат и навести порядок. И вот этот сводный отряд, где-то 1000 с чем-то человек, которых набрал где-то Кутепов, дал единственный бой революционным восставшим войскам кирпичниковой компании на Литейном проспекте 27 февраля. Однако власть – это отношения между людьми. И Кутепов с ужасом видел, что его верные солдаты куда-то растворяются. Кто-то исчез, кто-то смешался с митингующими. Он вроде как дал бой и победил, но никто не разбежался, а его отряд разбегается. И он отступает, в конце концов, в знаменитый дом Мусина-Пушкина, баррикадируется там и сам оказывается в окружении, а потом, видя, что его никто не поддерживает, дает приказ сложить винтовки на чердаке и потихоньку малыми группами ночью разойтись. Сам Кутепов пойдет выяснять, что происходит в Зимний, пойдет к себе домой. Его чуть не пристрелят революционные матросы. Потом будет воевать весь 17-й год. В конце концов уедет на Дон. Видный лидер белого движения. Конец его печален. Он в эмиграции будет возглавлять Российский общевоинский союз, главную антисоветскую организацию, как считалось. Его похитят агенты АГПУ. И если верить Павлу Судоплатову, то он умрет то ли от передозировки опиума, его накачают, чтобы был без сознания, то ли он задохнется в багажнике машины, когда его будут вывозить похищенного. Федор Келлер, уже не молодой генерал, он еще в Турецкую войну, в Скобелевскую, добровольцем пойдет, солдатом, получит 2 солдатских Георгия, потом офицером станет 2 офицерских Георгия. Командовал кавалерийской дивизией, его называл Николай «лучшей шашкой России». Когда он узнает об отречении Николая II, то соберет подчиненных и заявит, кавычки, «Я получил депешу об отречении государя и каком-то там временном правительстве. Я, ваш старый командир, деливший с вами горести и радости, не верю, чтобы государь мог добровольно бросить на гибель армию и Россию». Точка. Он пошлет телеграмму Николаю, предлагая срочно выступить своим кавалерийским корпусом для подавления беспорядков. Телеграмма опоздала, царь уже отрекся. Келлер откажется приводить к присяге на верность Временному правительству свой кавалерийский корпус, его отправят в отставку комиссара Временного правительства, он уедет в Киев. В Киев приедет аж сам Маннергейм, барон, верный Временному правительству, уговаривать его вернуться на службу. Келлер скажет Маннергейму: «Я, друг мой, христианин, и думаю, что менять присягу грешно. Я уже 1 раз присягал». В конце концов, уже в годы гражданского, он примет предложение гетмана Скоропадского сформировать в Киеве добровольческую гвардейскую часть из русских белых офицеров, которых было довольно много в Киеве, чтобы противостоять Петлюре. Но Скоропадский испугается и уволит Келлера. Келлер останется один. Немцы предложат тайно вывести из осажденного петлюровцами города. Но для этого нужно будет просто переодеться в немецкую военную форму и выехать на машине вместе с немецкими офицерами. Келлер скажет, что русский офицер не может переодеться в чужую форму, будет убит петлюровцами. Вот в Белой гвардии полковник Найтурс, положительный герой считается, это прототип Федора Келлера, а его золотую шашку отдадут Петлюре. Петлюра будет с ней щеголять. Еще один кавалерист, генерал-адъютант, самый высокий чин среди всех мусульман в русской армии тогда. Хан Гусейн Начихиванский, кавказец, командовал кавалерийским корпусом. Тоже отправил 3 марта генералу Алексееву телеграмму с готовностью немедленно выступить в поддержку и всем умереть за монарха. Но генерал Алексеев не передал эту телеграмму Николаю, потому что поздно. Хан Нахичеванский тоже откажется привести свой гвардейский кавалерийский корпус к присяге Временному правительству, за что будет уволен, ну а потом арестован большевиками, содержался как заложник и без суда расстрелян. Вопрос, почему не эти люди, ни Келлер, ни Кутепов, ни Нахичеванский, не такие, как они, оказались рядом с Николаем II в последние дни? Он стал жертвой своей многолетней кадровой политики. Он выдвигал людей, не тех, у кого есть свое мнение,
кто может с ним спорить, не соглашаться, как Витте и Столыпин, давить на него, заставлять. А тех, кто комфортен, удобен, хорошие исполнители, кто лоялен. Однако эта лояльность в тяжелое время, она оказывается обманчивой. А будь рядом с ним такие, как Келлер и Нахичеванский, может быть, вся история пошла бы по-другому. Депутаты требовали ответственного перед народом правительства. В результате Временное правительство, которое появится во главе с князем Львовым, никаким ответственным не будет. Это будет фактически самопровозглашенное правительство. Сами соберутся и станут министрами. У них будет якобы абсолютная власть, потому что они не подотчетны ни царю, ни парламенту, никому. Когда на каком-то собрании Милюкова, лидера кадетов, спросят: а кто вас вообще выбрал? Милюков пафосно ответит: нас выбрала революция. Ну, как революция выбрала, так потом и переизбрала очень быстро. Не пройдет и 2 месяцев, как Милюкова со всей командой его, и Гучкова и так далее, из правительства изгонят, и место займут люди, которые ближе к улице. И потом еще произойдет это не раз. И, в общем, как поется в известном революционном марше, нас еще судьбы безвестные ждут. А те, кто формировали это Временное правительство и осуществляли февральскую революцию, они даже представить себе не могли, какие судьбы их ждали. Как такового заговора не было против Николая. Заговор был скорее виртуальный, но заговорщики были. Как сложились судьбы? Несостоявшийся новый главнокомандующий армией Николай Николаевич, который, конечно, хотел вернуться на свою должность с Кавказа, вынужден был вообще уйти из армии. Его не приняли. Успел бежать, умер в эмиграции во Франции. Похоронен был в церкви в Каннах. Несколько лет назад его прах перевезли в Москве на Соколе, есть часовня памяти героев Первой мировой войны. Там его захоронили. Другим повезло меньше. Отказавшемуся принять престол Михаилу Александровичу была уготовлена такая же судьба, как его старшему брату. Он был расстрелян большевиками в Перми. Многих великих князей, столь поспешно провозгласивших либо нейтралитет, либо признание Временного правительства, потом арестуют, кого-то расстреляют как заложников по самым разным поводам. Вот, например, Дмитрия Константиновича, Николая Михайловича, Георгия Михайловича казнят в ответ на убийство Карла Липкнехта и Розы Люксембург. А кого-то без всякого повода просто сбросят в шахту в Алапаевске вместе с великой княжной Елизаветой Федоровной. Командующий Северным фронтом генерал Русский, столь активно уговаривавший Николая, давивший на него, жил потом в Ессентуках. Во время гражданской ему предложили вступить в Красную армию, он отказался, его арестовали и зарубили шашкой. Командующий Балтийским флотом адмирал Адриан Непетин, который еще до отречения Николая подчинил Балтийский флот, там шло восстание моряков, он подчинил Балтийский флот Временному правительству, думая, что это как-то спасет ситуацию. Его это не спасло. Через 2 дня матросы застрелят его в спину. Командующий Западным фронтом генерал Эверт будет арестован большевиками, как заложник, убит якобы при попытке к бегству. Командующий Румынским фронтом Сахаров жил в Крыму, был захвачен и расстрелян партизанами в 20 году. Генерал Иванов, тот самый, который с Георгиевским батальоном шел, но не дошел до Царского Села, умрет от тифа в 920-м. Тиф – болезнь гражданская. Начальник генерального штаба генерал Алексеев будет сражаться за белых, формировать Алексеевскую добровольческую армию. И всего в 60 лет, в 18 году, умрет от сердечного удара на фоне полного нервного и физического истощения. Генерал Корнилов, который будет арестовывать царскую семью, в 47 лет, он ровесник Ленина, будет убит под Екатеринодаром единственным снарядом, случайно залетевшим в здание, где остановился генерал Корнилов. Он будет единственной жертвой этого снаряда. Мистика. Милюков, расшатывавший все эти годы трон
провозглашавшим с трибуны Государственной Думы, что это глупость или измена, впрямую намекая на членов царской семьи, Милюкова постигнет запоздалое раскаяние. Он напишет в кавычках: «История проклянет вождей наших так называемых пролетариев, но она проклянет и нас». В общем, жаль, что нынешних современных оппозиционеров, борцов за либеральные ценности, европейский выбор, демократию, опыт предшественников ничему не учат. Несколько слов об оценках личности Николая II. Я уже упомянул сериал «Нашумевшие хроники русской революции». Там довольно странный и своеобразный образ Николая II. Он там какой-то сонный, ходит как сомнамбула, как будто выпил слишком много фенибута. Ему серьезные вещи докладывают про заговоры, проблемы с террористами, революционерами, а он увидит, что на офицере мешковато сидит мундир, начнет его поправлять. Я вам посоветую хорошего портного. Но, правда, про это забывает тут же. Много внимания уделил личности Николая II в своей истории государства российского Григорий Чхартишвили, известный как Борис Акунин, иноагент. Вот он там что пишет. «Царь обладал очень средними интеллектуальными способностями и вообще был натурой неяркой». Ну, я-то оставлю на его совести, потому что мы как раз в лекции о Николае II Цесаревиче говорили, насколько был Николай человеком образованным, хороших способностей. Мне кажется, в таком свысока снисходительном тоне говорить об исторических деятелях может только человек, который сам очень уверен в своих интеллектуальных способностях неординарных и в яркости собственной натуры. Но Борис Акунин еще оценивает религиозность негативно Николая II. «Царя подвела его фаталистическая вера, что Господь придет на помощь своему помазаннику и спасет его». Мне кажется, тут автор довольно далек от понимания православия. Николай II был человек глубоко верующий. Он готов был принять волю Господа в смысле пострадать за веру, если это потребуется. Но он не ожидал, что прилетят ангелы с небес и здесь, в физическом земном мире, будут его спасать. Никогда, нигде, ни разу он про это никому не говорил и не писал. Еще одной слабостью Николая II Акунин считает любовь к семье. Цитирую: «Преданная любовь к супруге и детям – это огромный недостаток для правителя». Таким образом, согласно логике Григория Чхартишвили, идеальным правителем является тот, у кого нет семьи, и он не связан тревогой за судьбу детей, не верит в Бога, ну и, соответственно, управляет не лично, потому что по Акунину очень велика нагрузка на руководителя, а надо диверсифицировать ответственность, положиться на евробюрократию, искусственный интеллект. В общем, европейские ценности. Посмотрите сейчас на некоторых европейских руководителей, мне кажется, они идеально соответствуют этой модели. Особенно в части семьи и веры. С другой стороны, маятник качнулся в другую сторону последние годы. Многие идеализируют Николая. Это тоже, мне кажется, излишним, потому что, идеализируя его, мы скатываемся к идеализации ситуации в стране в целом. А ситуация в стране была тяжелая. И февраль 2017 года, еще раз подчеркну, это не заговор. Это не какие-то генералы договорились, жиды, масоны, распоясавшиеся интеллигенты, английские агенты, как сейчас тоже модно говорить. Нет. Если мы исходим из того, что все было идеально, значит, что Николаю не повезло с народом, что ли? Народец подкачал. Не тот. Это неправильно. Я напомню, что в ходе всеобщей переписи населения, когда опрашивали род занятий, то в этой графе Николай написал «хозяин земли русской». И это всех умиляет, как образно. Умиляться тут на самом деле совершенно нечему, потому что человек, убежденный, что Божьей волей эта земля и народ, отданный ему в какое-то личное владение, это довольно странный подход. Если ты государь, это не значит, что ты хозяин. Это означает, что ты слуга. И твой долг не владеть нами, а служить Отечеству и народу, коли Господь так управил. В конце царствования своего Николай оказывается в абсолютном политическом вакууме. Вокруг него просто нет людей, нет механизма, с помощью которых он может управлять войсками, правительством. Все от него отвернулись.
Вот в таком же вакууме окажется вскоре Колчак, например. От него все отвернутся. Даже собственный конвой уйдет. В таком вакууме, мне кажется, в 91-м отказался Горбачев. Власть как бы есть, а некому эту власть реализовать. От тебя все отвернулись. Это верный признак очень плохого политика, который в конце своей карьеры оказывается в вакууме, которого отворачиваются все, даже ближайшее окружение. Да, мы увидели в марте 2017 года, что это нормальный человек из плоти и крови. Он может плакать на плече у своей матери, как сын, как любой из нас. Ему страшно устраивать кровопролитие в Петербурге. Он не хочет гражданской войны. Он устал. Он отчаялся от давления со стороны всех. Жены, родственников, генералов. Он устал. Он не держится за эту власть. Точнее говоря, он за нее держится, но он не готов жить ради этой власти. Сдал империю, как писали, как командование эскадроном. Николай не был сверхчеловеком. Он был хорошим человеком, но это не профессия. А вот как бы он повел себя, если бы он смог заглянуть в будущее, если бы он смог увидеть, чем его отказ от власти обернется, к чему приведет отказ от борьбы, что он не только не сохранит свою жизнь, это ладно, я думаю, это его как раз как человека верующего не так страшило, что он потеряет и страну, и миллионы жизней, и самое дорогое, ради чего он, собственно, и выбрал этот путь, он потеряет всю свою семью. Как бы он тогда себя вел? Ужаснулся бы? Не знаю. Трагедия Николая шекспировского размаха. Хороший человек, который не справился с выпавшей на него исторической миссией. Самодержец, генеральный секретарь, президент, как ни назови, он в конечном счете в ответе за все. Конечно, если бы гипотетически на его месте в это время оказался государь другого типажа, там Ивана Грозного или Петра Первого, наверное, все бы пошло по какому-то другому сценарию. И стрелецкий бунт в Петрограде Петр Первый бы подавил железной рукой, и было бы много жертв. Наверное, меньше, чем потом, в годы гражданской. Я, кстати, думаю по поводу роли личности в истории, что вот тут Лев Николаевич Толстой не прав, потому что на переломных моментах именно личные качества лидера, его способность на поступок играют определяющую роль. Что бы было, если бы Николай не отрекся? Тут несколько вариантов. Возможно, просто бы в газетах бы напечатали, что он отрекся. Он бы узнал об этом из газет. Власть все равно утекала. Возможно, что напечатали бы еще, что он скончался геморроидальными коликами. Тоже возможно. То есть, возможно, он бы погиб. Кто бы стал наследником по закону? Алексей. А потом и дальше 40 Романовых. Один за другим по порядку наследовали престол. И почти каждый из них теоретически мог бы стать знаменем, вокруг которого объединяются все те, кто не хотят смуты и хаоса в стране. Семью бы свою он спас, это точно, если бы не отрекся. А может быть, спас бы и страну. И, может быть, революционные события приняли бы более мягкий оборот. Было бы, как славная революция когда-то в Британии. Установилась бы конституционная монархия, правительство ответственное, выборы. Провели бы земельную реформу, то, чего добивались. И не только большевики и эсеры, и кадеты. Практически вся оппозиция, кроме монархистов и отчасти октябристов. И страна бы дотянула до победного окончания в мировой. Такое тоже возможно. В любом случае, если бы он не отрекся, он стал бы знаменем сопротивления. Вспомним 91 год, ГКЧП. Как знать, как бы пошла вся история нашей страны, если бы или Горбачев, или члены ГКЧП проявили решительность, твердость. Не помогло бы это избежать нам и разворовывания, распада страны, череды конфликтов, войн, включая нынешнюю военную операцию? Да, пришлось бы тогда поснимать с должностей, арестовать, наверное, каких-то партийных руководителей, даже глав республик, и, возможно, жесткой рукой устроить какую-нибудь маленькую версию 1937 года, лайт. Но это все равно намного меньшие жертвы, чем то, что мы потеряли потом.
и в буквальном смысле человеческие жертвы, и разрушение страны, и экономики. Это объективно. Та модель экономики, которая была выбрана, работала плохо. Все равно нужно было проводить реформы, модернизацию. И непременно бы у нас в Политбюро появился бы свой Дэн Сяопин, который бы провел бы рыночные реформы как-то по-другому, без разрухи 90-х, без разрушения промышленности, рассыпания сельского хозяйства. Если вы думаете, что эти сравнения неубедительные, потому что это все было далеко, и молодежь не помнит, то я приведу более злободневные примеры. 2014 год. Украина. Виктор Янукович имел все ресурсы, чтобы разогнать так называемый Майдан. Но он о чем думал? Боялся гражданской войны? Это я не уверен. Мне кажется, что больше боялся за сохранность своих активов. В итоге проявил слабость, по сути, предал своих защитников. Беркут стоял до последнего. И потерял и страну, и народ, и активы, и все сразу. Но совершенно иначе в 2020 году поведет себя Александр Лукашенко. Там тоже проведены были выборы. Запад, который очень не хотел Лукашенко, эти выборы не признал. Как когда-то не признали они по отработанной модели выборы Януковича. Там тоже был цирк на Украине. Трижды новые выборы. И вот этот же сценарий хотели отработать и в Беларуси. Запад хотел его сбросить, но Лукашенко взял в руки автомат, одел бронежилет и заявил на весь мир, дословно цитирую это, 17 августа, в разгар беспорядков в столице Белоруссии, в Минске, на заводе колесных тягачей, кавычки, «Мы выборы провели. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет». Точка. И все. Закрыл бастующие предприятия. Все успокоилось. Силовики, видя, что их не предали, выполняли свой долг. В результате в стране мир, спокойствие, а Лукашенко президент по сей день. Если говорить об ошибках Николая, то, конечно, не только речь идет об отречении 2 марта. Надо ошибки искать в предшествующих событиях. Если бы, отмотаем чуть-чуть назад, если бы Петр I знал о недовольстве в тылу, что он стал бы сидеть в Ставке в Могилеве? Помните, когда был стрелецкий мятеж, стрелецкий бунт, как он, загоняя лошадей, мчался из Вены в Москву, все бросив, все Великое посольство? Петр I помчался бы в Петербург, возглавил бы войска. И, кстати, присутствие Николая в Петербурге ведь сильно могло помочь, потому что изменять присутствие императора, которому ты давал присягу, как-то, боюсь, Тимофея Кирпичникова тут же повязали бы свои. Николай I, к слову сказать, лично поехал 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь, потому что знал, что если он спрячется где-то во дворце с охраной, то никто не возьмет на себя ответственность дать залп картечью по гвардейским частям в центре столицы. А другого способа остановить мятеж нет. Взял на себя ответственность сам, лично. Если мы еще чуть-чуть назад отмотаем, когда с фронта приехал Николай II в столицу и стал проводить совещания с союзниками о будущем наступлении 17 года. Но ты видишь, что происходит. Разве этим надо заниматься? Проблемы со снабжением, проблемы на заводах. Что ему мешало? Собрать тех, кто ему близок, верен, создать Государственный комитет обороны и в ручном режиме диктатура наводить порядок, конфисковывать хлеб у кого надо. Борис Годунов же конфисковывал хлеб, ничего, нормально. Раздавать рабочим, повышать зарплаты, приехать выступить на Путиловский завод. Представляете, какой был бы эффект? Поговорить с этими тысячами возбужденных рабочих. Ленин в Швейцарии, а государь с вами. Вот он, ваш государь. Что нужно решить? Николай был далек от популизма, так же, как и от кровожадности. А люди хотят, чтобы их слышали. Убийство Распутина еще чуть назад отмотаем. Представьте себе, что у Ивана Грозного какие-то бояре и даже родственники тайне от него убили его любимого верного холопа Малюту Скуратова. Какая была бы реакция Грозного? Организовал бы сразу колл-центр, то есть посадил на кол человек 10 для профилактики. Надо же показать в первую очередь своим, кто в доме хозяин.
Иначе вся эта свора сразу выйдет из-под контроля. А там никто не понес никакого наказания вообще. Это можно продолжать. Я говорил уже и о кадровой политике, кадровом крахе Николая. Никакой Путин-тим у него рядом не оказалось. Никого. С пропагандой вообще поразительно. Полное отсутствие пропагандистской работы какой-то разъяснительной. Все наполняется грязными слухами про императрицу, Распутина, его самого. Никакой контрпропаганды не ведется. А в Англии, в Европе этим очень активно занимались, к слову сказать. В армии солдаты воюют за что? За братушек сербов? Ну, зачем это нужно солдату? У него земля и семья дома голодает. И тут завтра, послезавтра начнут землю делить, раздавать. Ему ничего не достанется. Потому что он здесь, в окопе, гниет. Красная армия моментально из этого сделала выводы. И первое, что сделали, направили во все части комиссаров, Фурмановых, которые объясняли красноармейцам, ради чего они воюют. Николай был человеком очень архаичным. Он времени не ощущал. Поэтому я думаю, что он не справился не потому, что, как пишут либеральные историки, нормально управлялась империя, но в какой-то момент эта система управления показала свою полную недееспособность, потому что нужно было всю власть куда-то там раздать на места, а еще лучше империю разделить на 20 государств, маленьких квазиевропейских. Это не было решением. Решением было, наоборот, в сложное время концентрация власти и переход в режим чрезвычайного положения. Именно этого Николай даже не попытался сделать. Он полагал, что он может сходить помолиться, прогулки совершать. А генералы решают свои вопросы, министры в столице свои вопросы. А у него есть время на себя. История ему времени на себя не давала. С одной стороны, конечно, Государственная Дума превратилась в оппозиционный орган. И после того, как Милюков выступает с упомянутой мной речью глупости или изменой, главное, что должен был сделать Николай, тут же Милюкова арестовать, всех, кто его слушал, задержать. И разбираться, почему они его не задержали тут же на месте. Еще лично допрашивать. Думу распустить. Как, кстати, распустили Думу сразу с началом войны в Австро-Венгрии. Это с одной стороны. Но с другой стороны, надо опираться на сильных, на эффективных. Опять на таких же, как Милюков, Гучков и другие, но опираться на них, делать их своими союзниками. На крупный капитал, на тех, кто не хочет смуту. То есть вовлекать их в круг управления. Конечно, надо было формировать намного раньше ответственное правительство или ответственный комитет обороны. И опираться на тех, кто тебе сопротивляется, но кто готов противостоять смуте. Этого Николай тоже даже не пытался предложить. Он всем говорил: да, правительство это хорошо, мы этим займемся после победы в войне. Сохранились воспоминания его парикмахера. Он, когда делал ему стрижку, вот Николай как-то был к нему расположен и рассказывал: все требуют от меня ответственного правительства, но не понимают, что это не своевременно. Вот мы победим германца, и потом будем, может быть, что-то делать. Все надо делать вовремя. Историки предъявляют лидерам жесткие требования. Я бы сказал, даже жестокие. Мало просто обладать знаниями и компетенцией. Николай этим обладал. Мало быть гуманным, хорошим человеком. Надо еще быть справедливым арбитром, разруливая конфликты внутри элиты, в том числе и по отношению к своим. И надо, самое главное, чувствовать страну и ситуацию. Оперативно реагировать на изменения обстановки. Но в критический момент от лидера требуется решительность. И тогда, возможно, бы то, что мы знаем с вами, как февраль 2017 года, в учебниках истории занимало бы, одну страничку, как стрелецкий бунт. А ГКЧП, у которого бы не было никаких последствий, про это было бы 2 абзаца. И все. Это если бы да кабы, если бы. Но история, вы знаете ли, капризная и вредная дама, она не только не знает сослагательного наклонения. История еще и не знает прямых повторов, не знает аналогий. Но мы с вами можем, благодаря истории, извлекать из прошлого уроки и не повторять ошибок. Иначе эта дама, история, всегда за ошибки строго наказывает. Спасибо вам. Спасибо большое.